Друзья, приветствую вас, это воскресный обзор, часть вторая. Давайте рассмотрим, какие ожидания по поводу курса рубля на предстоящую неделю, доллара, евро и других валют. Так, ну давайте начнем с индекса RGBI, месячный таймфрейм. Месячный таймфрейм очень интересный, он говорит о том, что вот это движение на слом нападения RGBI и как следствие ослабления рубля, оно временно исчерпано. Вот здесь у нас был сильный уровень, который покололи, но все-таки потом вышли наверх, и соответственно сейчас, если не подведет нефть и до Нового года не ведут санкции, нас ждет движение, цель движения находится на 157,5. Ну и неделька здесь достаточно бодрая. По недельному таймфрейму по RGBI у нас в ближайшее время цель движения диапазон 156, 157,5, вот сюда вот. Опять же, если все-таки мы отсюда получаем движение вниз и пробой 153,5, 153,4, то вот эта вся конструкция, которая заточена на рост, она ломается, и мы идем сначала колебаться на 152,4, и в случае пробоя вот этого диапазона начинается падеж. Вот такой вот сценарий, исходя из недельного движения и возможного развития событий. Так, друзья, ну далее давайте наш дорогой доллар-рубль посмотрим. USD Tomorrow, недельный таймфрейм. Вот смотрите, сейчас как бы есть ряд позитивных моментов для рубля. И краткосрочно, да, здесь все как бы достаточно хорошо должно развиваться, и рубль должен укрепляться. Единственное, вот обращаю внимание, недельный таймфрейм, вот мы никак не можем пробить 76. Все движения, которые ниже 76 по USD Tomorrow, они откупаются. То есть, казалось бы, риск он, позитив, но а что его тогда не спустить? Ну хотя бы на 75 уверенно или на 74. Что здесь не так? Я думаю, здесь вот есть определенная привязка к экономическим процессам в стране, к сожалению, негативным. И к тому, что надо наполнять бюджет. Если его продолжать спускать, то, соответственно, будет сложно наполнять бюджет. Проще напечатать рубли, а вопрос, что на эти рубли кто-то будет покупать, это уже другой вопрос. Вот. Поэтому здесь вот есть все-таки определенная зона, которая в районе 76 проходит, и ему просто не дают двигаться вниз. Ну, в смысле доллару, а рублю укрепляться. И вот на дневном таймфрейме мы с вами четко видим, вот прямо железобетонный 76. Его просто тупо вытягивают за шкварник и не дают ему идти ни на 74, ни даже на 75. То есть вот эти вот проколы, которые происходят пока на текущий момент, это сборы стопов. Наказывают лонгистов по доллару, физиков, которые закупились, некоторые даже с плечами, и которые не слушаются голос разума и переносят плечи. Вот. И поэтому вот эти вот выбои, они продолжаются. Вот смотрите, здесь говорить, с моей точки зрения, о том, что по рублю сломался тренд на ослабление рубля, такое может быть, это рынок, здесь как бы нету стопудника, здесь всегда как бы какие-то варианты возможны. Только в том случае, если пойдет устойчивый пробой 75,5 и отработка вот этой цели 74,85, 75,1. Вот если такое происходит, он вот это пробивает и здесь закрепляется на предстоящей новой неделе, можно говорить, что действительно ситуация развивается таким образом, что рублю дадут укрепиться. Вот. Но пока вот вся эта фигура, конструкция, которая здесь собралась, она указывает, что просто кто-то набирает позицию на 76, кто-то большой. А вот эти все задерги, это, соответственно, просто выбивают почву из-под ног у мелких игроков. Вот. Поэтому я думаю, все-таки мы, если не будет, конечно, мощнейшего роста нефти, то есть 47 плюс и 50, скорее всего, вот мы в этом диапазоне выше 76 и останемся. Короткие задерги вполне могут быть вот сюда вот. Вот. Но пока нет пробития вот этого диапазона, говорить о том, что все, как бы рубль на Новый год будет стоить 70 рублей за доллар, а то и 60. Но 60, я думаю, это из области фантастики. 70 такое возможно, но маловероятно. И с учетом того, как здесь держит 76,
я думаю, все-таки в среднем ноябрь месяц, возможно даже декабрь, вот где-то будет вот этот диапазон. Да, будут короткие задерги вниз, сборы стопов, но в целом как бы никто вот этот тренд его пока не отменил. Отмена тренда будет, если мы вот этот диапазон пробьем, тогда с высокой степенью вероятности могут укрепить и далее. Но здесь надо четко понимать по поводу курса рубля, что у нас все, что связано с потреблением и созданием прибавочной стоимости, оно идет импортное по большей части. То, что говорят, что это импортозамещение, как правило, это раздутые затраты, которые только ухудшают ситуацию в силу того, что нарушается в еще большей степени конкуренция и баланс. То есть просто то, что идет как импортозамещение, оно сводится к тому, что раздувают затраты по более высоким ценам, предлагают какую-то продукцию более худшего качества, чем европейская, чем западная. Вот. И здесь включается обратный маховик. Те люди, которые так делают, которые вот это все лоббируют, они собирают больше прибыли, но у населения ухудшается количество свободных денег, возможности для покупки. Это все приводит экономику в штопор. Поэтому последствия вот этого импортозамещения мы создадим у нас рабочие места и так далее. Но может быть кто-то из этих людей, кто такие заявления делает, создает рабочие места. Вопрос только в том, насколько от создания подобных рабочих мест теряет население в доходе и в достатке. А потеря дохода населения, она все равно приводит к тому, что маховик экономики, он начинает затухать. Поэтому здесь, когда говорят, что вот там в Америке раздают деньги во время кризиса коронавируса, здесь двоякая ситуация. Конечно, они вынуждены заботиться о людях, потому что иначе просто там импичмент объявят и тем более не переизберут власть. И второй момент – это экономика. Если людям не давать деньги, они не будут ничего покупать. Ни о каком восстановлении речь не будет идти. Вот. В силу специфики ситуации российской, я думаю, что вот то, что встали таким образом на 76, во многом говорит о том, что дальнейшее укрепление рубля, оно возможно, но оно все-таки, его вероятность не очень высока. Ну прямо вот посмотрите, его гасят, вот он 76 и все, 76 и все. Да, тут есть проколы, стоп собрали, ушли наверх. Поэтому сейчас 76 магический уровень, второй магический после 77,35. И вот эта зона пробоя 74,85, 75,1. Если она будет пробита и здесь пойдет устойчивая проторговка, то вот весь этот сценарий с удержанием и потом ростом доллара, он может быть либо изменен, либо аннулирован. Так, друзья, далее евро-доллар. В общем-то, на самом деле это ключевой показатель, именно евро-доллар. Что у нас происходит по евро-доллару? Месячный таймфрейм берем. Но здесь все нормально, мы находимся вот в этой проторговке, в которой устойчиво движемся. Несмотря на то, что соты с FTSE лонги спекулянтов проседают, по евро-доллару вполне как бы идет консолидация в диапазоне 1,1630, а 1,2. Вот здесь вот. Ну, даже возьмем пониже, верхняя граница, она будет 1,1910. Вот так она проходит. Ближайшая цель движения у нас находится вот здесь вот. Это 1,2350. Вот где-то здесь она проходит. Так, ну и недельный таймфрейм. Что у нас здесь выходит? Евро-доллар. Движение вот в диапазоне 1,1790, 1,1890. Пробой границ на объеме нижней границы. Это уход вот сюда вот на уровень 1,1640. Верхней границы уход на уровень 1,2. Так, ну и вот дневной таймфрейм. По дневному таймфрейму у нас более такая сжатая консолидация. Это 1,1890 и нижняя граница у нас вот здесь 1,1790. Нет, она такая же, как и недельная получается. Так, что примечательно? Примечательно то, что наиболее вероятный сценарий это в начале недели. Может быть даже не в понедельник, во вторник, в среду. Высока вероятность того, что вот этот уровень будет протестирован 1,90 и пробит. И отсюда разовьется движение. Цель этого движения потестить вот эту
торчащую палку подводной лодки и пробить ее. В каком случае вот этого бодрого движения на тестирование локального хая не произойдет? Его не произойдет, если у нас в результате отката в понедельник, во вторник, в среду будет движение вниз и пробитие 1,1815. 1,1815 мы с вами этот уровень неоднократно с ним сталкивались, его рассматривали. Так, но здесь все-таки, я думаю, больше вероятность на текущий момент позитивного развития, тестирования сначала этого уровня, потом этого и потом движение на 1.20. По крайней мере, техническая картина, исходя из того, что здесь происходит, в моей интерпретации указывает на большую вероятность такого движения. Этот сценарий отменяется при пробитии устойчивым 1,1815. Если такое происходит, движение сюда, в эту область, здесь он будет какое-то время собираться. Если не удерживается и сдает 1,1740, то идет возврат вот сюда, вот в этот диапазон. Сюда задерг вполне может произойти на 1,1632, но все-таки с моей точки зрения высока вероятность того, что либо на новой неделе, либо на следующей мы увидим тестирование на пробой вот этого значения. Так, друзья, далее евро-рубль. Давайте сразу месячный таймфрейм возьмем. Если ориентироваться на месячный таймфрейм, у нас вот-вот и пойдет движение, и цель этого движения будет 86,8-87. Но есть здесь другой момент. Сейчас мы посмотрим на недельном таймфрейме. На недельном таймфрейме. Вот смотрите, уровень 90 у нас выступает железобетонной плитой, так же как в случае рубль-доллар tomorrow 76. То есть его просто тупо не пускают укрепляться ниже, чем 90. Его просто отсюда собирают. И это при том, что RGBI показывает тенденцию на рост, но рублю укрепляться ни против евро, ни против доллара. Как вы видите, есть определенные ключевые значения, ниже которого пускают только в короткий срок, чтобы собрать стоп-заявки и выбить из позиции. Так, далее дневной таймфрейм. Но смотрите, по дневному таймфрейму евро-рубль здесь наметился отскок. Цель этого коррекционного отскока — это движение вот сюда на 91,7, может быть 91,9. Вот в этот диапазон. Для того, чтобы говорить о том, что растущий тренд по евро к рублю сломан был, необходимо пробитие не только вот этого минимума, который 89,7, 89,55, вот этот диапазончик. Необходимо, чтобы евро устойчиво пробило 88,4, 88,7. Вот если здесь будет пробой вот этих всех значений, то у нас развивается действительно сильное движение на укрепление рубля к евро, цель которого будет 87, может быть 86,5 и далее. Но на текущий момент вот стопорят его ниже 90 идти не дают. Мало того, по дневке нарисовали движение в этот диапазон с высокой степенью вероятности. Сценарий по дневке на рост евро к рублю отменяется в том случае, если будет, ну прямо вот в понедельник, во вторник пробитие значения 91,90. В этой ситуации мы пойдем сначала тестить вот это значение 89,5 и потом, возможно, сгоняем сюда. Если пробиваем вот этот диапазон, развивается укрепление рубля более сильное, существенно. Мне вот все-таки видится, как и в случае с долларом, что будет отскок. Это наиболее вероятный сценарий, но надо помнить, что есть определенные уровни, пробития которых не даст укрепиться евро и доллара к рублю. Тем более сейчас постоянно муссируется информация относительно того, что иностранные инвесторы начали активно заходить в Россию и российские ценные бумаги. Я хочу сказать следующее. На позапрошлой неделе активно муссировались слухи по поводу отставки Миллера. И на фоне этого вроде как росли акции «Газпром». На самом деле я бы не сказал, что они росли. Они просто, с моей точки зрения, отскочили от определенных лоев. Вот. Ну а теперь представьте, что будет с российским фондовым рынком, не с «Газпрома», если активно пойдет обсуждение по поводу отставки какого-то еще более высокопоставленного лица. Здесь как бы на фоне этого мы можем вполне увидеть ралли и рост. Потому что в этой ситуации могут поверить, по крайней мере на какое-то время, в Россию иностранные инвесторы, понести деньги
Так, друзья, далее давайте японскую иену рассмотрим, недельный таймфрейм. Что у нас получается по иене? По иене у нас здесь нарисовалась консолидация. Соответственно, результат вот этого накопления, которое здесь происходит, скорее всего будет указывать на движение вот в этом коридоре 105, 104 и 1 на предстоящей неделе. Что здесь является важным? Важным здесь является движение вот сюда, вот в эту область, которая 103, 103 и 9. Вот если он переходит сюда и начинает здесь торговаться, то весьма вероятно, что мы увидим пробой в значении 103 на новой неделе. И далее открывается дорога, цель которой 101 и 1. Если мы рассмотрим дневной график, то здесь ситуация немножко иная. По дневному графику здесь у нас действительно оформилась консолидация. Но если эта консолидация приведет в начале недели к пробитию 104, 104,1 вот этого диапазона, то мы на новой неделе увидим движение, цель которого будет 104,5. И в случае закрепления на этом значении и консолидации, возможно, следующий этап движения, который находится на 105,5. Все вот это движение, оно во многом связано с позитивной статистикой по Японии, по экономике Японии, по росту японского экспорта. И поэтому мы здесь получаем, в общем-то, вполне закономерное в случае Японии вот такое движение на укрепление иены к доллару. Единственное, сейчас это движение, оно притормозилось. Вот. И в том случае, если, исходя из дневного таймфрейма, не будет в ближайшее время взята цель 103,5, 103,3, немножко другая цель, отличная от недельного, то у нас, скорее всего, здесь, ну, как минимум, будет корректирующий отскок, цель которого 104,5, возможно, 104,6. Так, друзья, далее китайский юань, недельный таймфрейм. Ну, смотрите, у нас после пробоя этой зоны идет устойчивое движение на 6,3, 6,2. Попытки разворота и ослабления юаня пока на текущий момент ни к чему не приводят. С чем связано такое движение? Такое движение связано с тем, что у Китая более или менее позитивные данные по статистике, по крайней мере во всей этой ситуации, связанной с восстановлением после коронавируса. Китай занимает лидирующие позиции, у него растет экспорт, и у него, соответственно, сейчас очень высокий интерес к китайским активам, то есть покупают юани для того, чтобы вложиться в китайский рынок. Как следствие этого укрепления юаня, и здесь на текущий момент, исходя из месячного и недельного таймфрейма, нельзя сказать, что послужит точкой разворота, кроме как уровень цены 6,3, 6,2, где проходит сильный уровень. Если опираться на дневной таймфрейм, то здесь у нас, по сути, произошел разворот. И в ближайшее время весьма вероятно будет ослабление юаня к доллару. И цель этого ослабления 6,7. Вот сюда вот. Этот сценарий отменяется в том случае, если будет повторное пробитие 6,53. Если пробиваем, то у нас уже с высокой степенью вероятности мы дойдем до 6,2. Но по дневному таймфрейму уже оформилось торможение, которое вполне может привести к отскоку. Так, друзья, далее британский фунт, дневной таймфрейм. Здесь вот у нас появился ключевой уровень, это 1,3312. Вот как только на предстоящей неделе происходит его пробитие, у нас развивается отсюда цель движения. Первая 1,3485. И в случае ее пробития следующая цель это 1,4. Вот, сейчас он находится в консолидации. И, соответственно, на предстоящую неделю, если у нас не происходит удара вниз и пробития уровня 1,3223, 1,3188, вот этого уровня, то у нас это движение наиболее вероятно ведет к тестированию сначала 1,3315 и в случае пробоя уход к той цели, которая находится выше, и мы ее с вами только что обсудили. Если происходит повторный удар вниз и пробой вот этого диапазона, то сразу будет импульс движения, первая цель которого находится вот здесь вот, 1,3180.
И потом тестирование вот этого сильного уровня 1,3142. По британскому фунту ситуация немножко непонятна в плане движения в течение недели, но все-таки больше факторов указывает на то, что будет тестирование и пробой сначала этого, потом вот этого уровня. Так, друзья, далее канадский доллар, недельный таймфрейм. Ну, здесь у нас, понятное дело, происходит консолидация 1,3172 верхняя граница, 1,3032 нижняя граница. Но больше факторов указывает на то, что вероятно разовьется ослабление канадского доллара против американского, исходя из недельного графика. Так, ну и дневной график. Здесь у нас сформировавшееся движение. Цель этого движения в том случае, если не будет ухода вниз и пробоя 1,3030, это движение вот сюда вот. Ближайшие цели 1,3142 и потом тестирование хая 1,3172. Вот. Это движение, оно, судя по всему, произойдет на предстоящей неделе. Критерий того, что его не будет, это пробитие диапазона, который оканчивается 1,3031. В этой ситуации, вероятно, пойдет возврат вот сюда, вот к этому сильному уровню. И в случае пробоя 1,2924 мы увидим тогда действительно укрепление канадского доллара. Итак, на предстоящей неделе в большей степени, я думаю, будет ослабление канадского доллара. Первая цель сюда, потом сюда, и в случае пробоя нас ждет 1,33. Отмена сценария пробой вот этого диапазона. Так, друзья, далее украинская гривна. Но здесь у нас происходило укрепление украинской гривны на прошедшей неделе. Вот, и поэтому сейчас у нас получается здесь проторговочка в диапазоне 28,3, 28,1. Так, нет, это не укрепление, это ослабление. Что-то с цветами тут намудрено. Ослабление. Так, но мы, видите, не дошли здесь до нижней вот этой границы, ее не пробили, и поэтому все равно она находится в проторговке. Так, нет, прошу прощения, все-таки это укрепление. Так, укрепление. И давайте сейчас на дневочке посмотрим. Так, сейчас одну секундочку, цветовую гамму на красное, зеленое. Так, ну вот, все в привычных тонах. Красное снижение, зеленое укрепление. Так, у нас получается ослабление гривны было на прошедшей неделе. Рост курса доллара. Но здесь, кстати, тоже, вот смотрите, дневной таймфрейм, ситуация, она, в общем-то, чем-то напоминает рубль во многом. Вот на донышко посадили 28,1. И дальше гривни укрепляться не дают. То есть здесь, судя по всему, идет набор долларовых позиций. Вот, соответственно, в пятницу это все дело прорвало. И на текущий момент времени, если будет пробитие 28,3 и закрепление, то наиболее вероятно движение в части ослабления гривны на 28,6, 28,55. Вот сюда, вот в этот диапазон. В каком случае не сработает вот это движение на ослабление гривны на предстоящей неделе? Не сработает, если будет коррекционный откат, пробитие 28,05 и, соответственно, уход вот сюда, вот в этот диапазон 28, 28,07. Вот. Ну и если происходит пробитие 28, то мы видим укрепление гривны. Цель движения этого укрепления будет в район 27,6. Вот сюда вот. Ну в перспективе 27. Вот. Но сейчас на текущий момент, с моей точки зрения, украинской экономики, которая отображает, скажем так, курс национальной валюты и взаимосвязан с ним, здесь, в общем-то, есть достаточно существенные сложности. Конечно, как бы тут нету экспорта нефти и газа, как у России, но все страны СНГ в той или иной степени взаимосвязаны между собой. И вот судя по тому, что здесь происходит, я думаю, больше вероятность движения в район 28,6. Отмена этого сценария на предстоящей неделе, пробой 28,07. Так, друзья, далее казахский тенге, недельный таймфрейм. Ну, смотрите, здесь у нас получается текущая неделя, которая подходит к концу, принесла то, что не произошло укрепление 427, 426 и ниже тенге за доллар. Тренд здесь пошел, но уперлись вот в этот уровень.
427, 426. Если будет пробитие этого уровня, то нас ждет движение, цель которого в перспективе будет 404. Вот. Ну и промежуточный уровень, который 420. Мне кажется, пока такое движение на текущий момент маловероятно. Здесь, видимо, идет активное накапливание долларов на этом значении. Ну, по аналогии с рублем, с гривной. И вот на дневном таймфрейме мы с вами четко видим, что вот 427 и здесь хоп, все, его тормозят, не дают ему укрепляться дальше. Вот, поэтому здесь, я думаю, все-таки более вероятно, что у нас по факту оформления здесь консолидации пойдет на новой неделе движение с целью потестить 430. И в случае пробоя 430 нас ждет движение, цель которого 433, возможно, тестирование на пробой 436, вот сюда. В каком случае этот сценарий, который связан с ослаблением тенге на предстоящей неделе, не сработает? Он не сработает, если прямо в понедельник мы пойдем, возьмем и пробьем 426. Вот 426, если здесь возникает пробой, то сразу мы получаем импульс на укрепление тенге, и цель движения этого импульса находится на 419, 418, вот сюда, в этот диапазон. Так, друзья, ну вот узбекский сум, я не знаю, как его рассматривать, потому что здесь, ну, тренд идет на ослабление, периодически возникают откаты. Здесь, судя по движению, валюта полностью в ручном режиме ходит. Так, далее турецкая лира. Так, недельный таймфрейм, здесь у нас движение не завершилось, которое должно затормозить вот это, весь расколбас, который здесь начался. Перестановки в финансовых властях Турции привели к тому, что вроде как началась стабилизация. Если по факту завершения этой недели не возникнет дальнейшего движения с пробоем 7,46, то вполне может быть, что на текущий момент мы здесь вот стабилизируемся в этом диапазоне, и далее все равно продолжится девальвация лиры к доллару, уход на эти максимальные значения. Вот. Но все-таки, как ни крути, здесь все-таки вероятность высока того, что разворотная формация произошла. И в том случае, если будет здесь пробой и уход вот сюда, вот на 7.32, 7.21, то высока вероятность того, что здесь лира начнет торговаться и пойдет ее укрепление в рамках вот этого канала. Вот. Но пока не пробито вот это значение, скорее всего, она так и будет находиться в подвешенном состоянии и пытаться и дальше девальвироваться. Ну и вот на дневном таймфрейме мы видим, что не удалось возвращение в этот канал. Здесь произошел отбой фактически от промежуточного уровня. И сейчас идет консолидация. В том случае, если мы не возвращаемся в этот диапазон, то скорее всего вот эта вся консолидация, она приведет к ослаблению лиры против доллара. Первая цель движения будет вот сюда вот на 8,1. И в случае здесь закрепления пойдет сначала рост на 8,5, а потом тестирование на пробой 8,6. Вот такое мое видение по основным